А сейчас мы проверим глубину нечищенного снега. Вот таким способом. Сантиметров 20-30. Но ощущается как 40. В этом видео вы сможете узнать, какой минимум денег нужно для того, чтобы поселиться в курортной зоне Ирпеня. Ну или хотя бы отдохнуть в его гостиничном комплексе Адмирал Клуб. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодняшнее видео мы будем снимать в Ирпене, потому что погода совершенно непроездная, далеко не поедешь никак. Видите, какие вокруг сугробы. Поэтому мы решили снять видео о том, что у нас поблизости, про курортную зону Ирпеня, про лесную зону, рядом с которой мы живем. И мы хотим вам сегодня показать, как выглядит курортная зона Ирпеня, там, где раньше были пионерские лагеря и дома отдыха. Это там, где у нас военный госпиталь, там, где у нас известный всем гостиничный комплекс Адмирал Клуб. И там же мы пойдем и посмотрим, рядом строится несколько новых жилых комплексов. Это Ибис, наикращий квартал, и таунхаусы, которые называются Green Place. Ну еще там просто коттеджная застройка. Самые правильные водители поступают вот так. Нечего ездить в такую погоду. Сейчас вы видите кадры из восточной части Ирпеня, из района СМУ, или района линий, как его еще называют. И как видите, зима здесь поднаснежила в этом феврале. А вот самый хитрый водитель накрыл целлофаном свою машину для того, чтобы потом стряхнуть снег. Для тех, кто впервые слышит про Ирпень, я сделаю небольшое вступление. Это город всего в 7 километрах от Киева. В прошлом носил гордое название «Город в лесу» и имел статус курортного из-за санаториев и детских пионерских лагерей. За 10 лет интенсивной застройки города лес, конечно, поредел, но здесь все еще есть несколько лесных зон, в которых по-прежнему зелено. Сегодня мы прогуляемся в один из лесных уголков Ирпеня, в восточной его части, в районе 10 и 11 линий. А пока мы еще на улице Котляревского, рядом с жилыми комплексами Green Life 3 и White House, давайте взглянем на зимние Ирпенские озера. Первое из них, озеро Карьер, образовалось в результате добычи глины для кирпичных заводов. Второе, которое подальше, тоже искусственного происхождения. Оно находится на пути течения реки Буча и было намыто земснарядами в советские времена. И с тех пор озеро называется Земснаряд, а рядом расположена промзона. А курортная зона, куда мы направляемся, находится в противоположной стороне. Сейчас мы на перекрестке 3 улиц: Гостомельское шоссе, Севериновской и 10 линии. Это торговый центр White House. В нем есть супермаркет «Пчелка», пока самый крупный супермаркет в этой части города. Но уже построены 2 новых здания под супермаркеты. Один будет у остановки военный госпиталь, а второй рядом с жилым комплексом наикращий квартал. Вот этот вот серый невзрачный бетонный забор, он отделяет как раз территорию Адмирал Клуба от территории жилых массивов. И через дорогу серый бетонный забор — это у нас военный госпиталь. Ну, считай, наша местная больница. На территории военного госпиталя есть небольшая церквушка, магазинчик. Здесь у нас лечатся солдаты, воины АТО, сюда приезжают раненые на реабилитацию. Ну и гражданские люди за деньги тоже могут полечиться. Вот написано 11-я линия. И у 11-й линии нету как бы какого-нибудь дополнительного названия, просто 11-я линия.
Ирпенские липки, вот дома такие. Вот я уже приблизился к Адмирал клубу. Здесь на дороге стоит вывеска «Житловой комплекс Ибис». И указание, влево указатель показывает. И мы туда сходим чуть позже. А сейчас я попробую зайти в Адмирал клуб. Насколько я понимаю, тут можно заходить. Ну, по крайней мере, мы были уже здесь летом. У нас даже есть видео об этом Адмирал клубе. Мы там посещали не только территорию, мы заходили даже в номера гостиниц. Я оставлю ссылку на это видео внизу в описании под этим видео. Вот такой вход. Смотрите, какая красотень. Здесь, конечно, все ухожено. Но хорошо, что простой человек бесплатно может просто зайти сюда, побывать, посмотреть, прогуляться. Это тоже плюс. Не так, что они там за 7 заборами зажлобились, закрылись и никого не пускают. Нет, хотя охранник на меня так зыркнул и мог бы не пустить. Я слышал, что иногда они не пускают, возможно, когда здесь какие-то мероприятия. Вот видите, вот это вот тоже небольшие домики по несколько номеров. На первом этаже номер, на втором этаже номер. И даже в сравнении с отдыхом в Египте, сейчас, в это же время, там, где Красное море, солнце, жара, отдых в Адмирал спа клубе будет очень дорогим. Понимаете, то есть дешевле будет полететь в Египет сейчас. А в Египет можно слетать за $500 на двоих и отдохнуть там 7 дней. Здесь я очень сомневаюсь. $500, сейчас я скажу вам, сколько это, 14 тысяч гривен. А теперь давайте сравним. Если бы я захотел отдохнуть на нашем ирпенском зимнем курорте в Гранд Адмирал клубе один день в номере на двоих в ближайшие февральские дни, то в среднем номер обошелся бы мне в 3343 гривны. Это около $120. А за неделю проживания я заплатил бы 23 400 гривен или $839. И это без еды. То есть сумма, равная недельному отдыху за границей. На ближайшую субботу в Адмирал клубе свободны только апартаменты премиум класса за 19 900 гривен в сутки. Это $731 США в сутки. Я, честно говоря, не понимаю, что там должно быть в этих премиум апартаментах, чтобы за один день выложить такую сумму. Это кадры из нашего летнего посещения Адмирал клуба. Сейчас вы видите полулюкс спа. Номер стоимостью в 8600 гривен или в $308 США в сутки. Прямо мы видим основной гостиничный корпус. Там есть внутри бассейн крытый, который, скорее всего, работает и сейчас. Здесь, конечно, красиво, уютно и тихо, но давайте посмотрим, как выглядит Египет в эту же пору года, где реально можно отдохнуть сейчас 7 дней за сумму, равную 1 дню в премиум апартаментах в Адмирал клубе. При этом в цену будут входить перелет и питание по системе «Все включено». Ну и к тому же в Египте всегда лето. Но давайте вернемся в нашу зимнюю реальность. Какие большие отвесные сосульки.
Ну все, друзья, выхожу я из Адмирал клуба и двигаюсь наконец-то уже к обещанным мной жилым комплексам Ибис и Найкращий квартал. Санаторий Национальной гвардии Украины. Вот санаторная зона. Видите, забор обнесен колючей проволокой. Это для того, чтобы не перепрыгивали. Заборчик на самом деле очень низенький, его было бы легко перелезть, если бы не колючая проволока. Простите, а не подскажете, это коттеджный городок, да? Нет? А что здесь? Дальше, да? Ага, спасибо. Не хочет говорить. Говорит, коттеджный городок дальше. Я спрашиваю, что здесь? Говорит, а какая вам разница? Какие-то законспирированные люди. Возможно, здесь опять же часть какого-то элитной зоны отдыха. Смотрите, каким большим забором высоким оградили это. Какой-то двухъярусный забор. Сначала был бетонный, а сверху еще 3-метровый или 4-метровый железный нагородили, чтобы мы, простые люди, не могли сюда заглянуть. Ну и ладно. Друзья, кто знает, что расположено за этим забором, пишите в комментариях, потому что я, к сожалению, не в курсе. Я, конечно, могу погуглить потом, но это будет потом. А сейчас мы приближаемся сейчас уже к новым жилым комплексам, которые здесь строятся. Вот то, что я вам обещал, это Найкращий квартал. Вот его первые дома. Когда я здесь был последний раз, то был построен только вот этот дом. А этот еще был... Даже фундамента не было, только площадку расчищали. Вот, а теперь мы видим, что здесь уже что-то есть, что-то построено. Я бы, например, ратовал за то, чтобы Ирпень весь строился вот так вот. 3-этажный, 4-этажный, ну не больше 5 этажей. Такие вот красивые домики, разбросанные там, тут, ухоженные территории, чтобы все было компактно, уютно, комфортно, зелено. Здесь, правда, почему-то все деревья уничтожены, видимо, будут новые высажены. Я вам скажу, что здесь в некоторой степени была заболоченная местность. И деревья здесь росли такие, в общем, неценные породы деревьев. Они были в плохом состоянии, здесь просто были хащи, какие-то кусты. Вот когда я был на этом же месте несколько лет назад, когда здесь ничего не было, здесь просто были хащи, честно вам скажу. Поэтому этих деревьев не жалко. Я надеюсь, что здесь высадят другие деревья. Вот смотрите, это в будущем будет супермаркет. Так, а вот это вот коттеджный городок. И называется он Green Place. Построен уже несколько лет назад. Посмотрите, тоже красивенькие, симпатичные домики. Не знаю, таунхаусы, наверное, называются. То есть вот длинный ряд. И каждая квартира имеет свой собственный вход и 2 этажа. Вот так вот. В прошлом году мы снимали отдельное видео про Найкращий квартал. В нем есть подробная информация о планах застройщика, планировках квартир и ценах на тот момент. Ну а сейчас, по данным сайта Лун, однокомнатные квартиры продаются здесь от 24 тысяч долларов, двухкомнатные от 38 580 долларов, трехкомнатные от 65 800 долларов.
Это таунхаусы Green Place. Продаются по цене от 71 до 96 тысяч долларов. Сюда, конечно, пока не заезжает общественный транспорт, но есть возможность выйти либо на остановку военный госпиталь 1 километр 200 метров, либо почти столько же на остановку на улицу Чкалова у Сити-маркета. До метро Академгородок отсюда полчаса на маршрутке, если нет пробок, конечно. До центра Ирпеня 10 минут на транспорте или полчаса пешком. Чуть ниже домов, в той стороне, куда мы сейчас смотрим, протекает река Буча, которая затем впадает приблизительно через километр в реку Ирпень. Ну, что я вам еще должен рассказать про этот район, где это находится. Посмотрите, вот за тем леском улица Чкалова, по которой люди из Ирпеня с восточной части выезжают на Варшавскую трассу. Вот Green Place. Вот так люди здесь живут. Такие небольшие дворики у них перед домами, у каждого. Достаточно уютно. Здесь вот строится ЖК Ибис. К нему мы и шли посмотреть. Про жилой комплекс Ибис мы тоже уже снимали обзор ровно год назад. Ссылку на это видео вы, как всегда, можете быстро найти в описании под этим видео. На данный момент порядок цен в этом ЖК такой. Однокомнатные квартиры продаются по цене от 19 200 долларов. Двухкомнатные от 29 460 долларов. И трехкомнатные от 44 140 долларов. Кстати, это существенно дешевле, чем в соседнем наикращем квартале. Честно говоря, даже интересно узнать, чем обусловлена такая разница в цене. Так что, уважаемые зрители, пишите в комментариях, если знаете что-то о том, почему два с виду очень похожих жилых комплекса предлагают жилье по такой разной цене. Рядом с Ибисом расположены дуплексы Silent Twin. Они не публикуют свои цены в интернете, наверное потому, что, как они пишут на своем сайте, каждый их дом уникален. Между Ибисом и наикращим кварталом строится жилой комплекс Viking Home. На данный момент цены в нем еще меньше, чем в Ибис. Возможно, потому что это только самое начало строительства. Однокомнатная квартира в Viking Home стоит от 18 850 долларов, двушка от 28 тысяч и трешка от 37 700 долларов. Видите, какие красивые здесь домики есть. Похоже на имитацию сруба. А может и сруб. Нет, все-таки бревна, да. Видите, как красиво. О, мчится машина. Я ухожу с дороги, поскольку человеку трудно ехать под горку. Это служба охраны. Смотрите, вот туда вот пойма реки Ирпень. Еще одна улочка, и там может быть 3-4 дома. И уже начинается река. Кстати, у меня возникло предположение, что вот эта вот машина охранная, она примчалась, потому что
я был рядом с домом, который охраняемый. И, возможно, поступил сигнал, что какой-то подозрительный тип ходит рядом с территорией охраняемой. И они резко как бы среагировали, потому что они проехали мимо меня и остановились. Дальше они не поехали. Он вышел, чувак, на дорогу стоит, охранник, смотрит на меня, как я отдаляюсь. А я ведь не заходил ни на какую территорию, я просто постоял рядом с их забором. Видите, как здесь быстро срабатывает оповещение. То есть люди здесь не бедные и настроили себе тихую, спокойную и защищенную жизнь. Вот сейчас я нахожусь на 10-й линии, это самый ее конец, который упирается в пойму. Но если выйти туда на пойму, то до реки нужно еще идти метров 100. То есть она не сразу за домами начинается. Ну и там сейчас, видимо, ничего не рассмотришь, потому что река, скорее всего, замерзла, все заснежено и просто будет белая пустыня снежная. А здесь вот есть деревья. И здесь есть горка, и люди, дети здесь катаются. Хотя это проезжая часть. Вот здесь асфальтированная дорога. Я сюда езжу летом на реку, вот именно этой дорогой по 10-й линии. Но не вся 10-я линия заасфальтирована. Вот в этом месте есть асфальт. Сюда я заходил по параллельной 11-й линии. Получается, 11-я линия идет вдоль забора Адмирал клуба. Там я обошел Адмирал клуб и вот возвращаюсь по 10-й линии и обратно к улице Севериновской. Здесь такой симпатичный домик стоит. А это улица Ломоносова. Я уже подзамерз, конечно, у меня, наверное, красный нос, я сам себя не вижу. Друзья, мы все еще в курортной части Ирпеня, на улице Ломоносова. Здесь есть детский оздоровительный комплекс имени Юрия Гагарина, раньше назывался он. Вот мы прошли мимо него. Там какие-то старые корпуса. Это вот территория оздоровительного комплекса. В смысле, ну это пионерский лагерь. Пионерский лагерь, да, раньше был. А да. Сейчас работает, не знаете? Нет, он уже года 2 так это. А, года 2 уже как закрылся. Ну, ладно, ага. Это вот Юрия Гагарина назывался, да? Да. Угу. Я... Под застройку готовите? Не-не, я блогер, я просто красоту снимаю. Красоту, да? Я против застройки вот таких мест. Ну вот это его готовят, он выше можете подняться туда, вот за горкой. Ага. Вот там был вот такой же лес, капитальный лес сосновый был, там малинник был капитальный. Ага. А сейчас посмотрите, что там. Это мне как-то... Там строят, да? Уже застроили все, от леса там же ничего, от малинника нет. Это лет 5 назад я на работу в госпитале иду, остановился товарищ на... Бах, и такая серая. Вы знаете, я говорит, типа заблудился, он разговаривает, что такое. Он говорит, да мы отдыхали здесь лет 5 назад. Тут лес где-то вот был, малинник был, а как раз остался там вообще. К сожалению, у меня разрядились обе батарейки на камере. И человек мне рассказывал интересно о том, что вот здесь где-то, кажется, вот прямо здесь, видите, новенький заборчик, да? Авеню называется, коттеджи. Здесь был лес раньше, и вместо леса теперь здесь домики. Вот это улица Покровская, то есть 8-я линия. Я тут не видел еще этих домиков, и человек жаловался на то, что лес уничтожается, а строятся домики. Но в данном случае, по крайней мере, хотя бы двухэтажные домики. И то уже хорошо, не высотки. А на месте того пионерского лагеря, он говорит... Возможно, хотят воткнуть и высотный дом. Ну вот такие дела. Друзья, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дизлайки. Смотрите наши следующие видео. Всем пока!